Сегодня я покажу вам, что можно посмотреть в Стамбуле за один день. Самые главные достопримечательности можно увидеть всего за несколько часов. Пойдемте! Достопримечательности Стамбула можно осматривать самостоятельно, но я решила взять пешеходную экскурсию на русском языке. Я люблю слушать интересные факты и легенды. Мне очень понравился этот тур и мой гид Елена, поэтому в описании под видео я оставлю для вас ссылку. Уверена, многим она пригодится. Моя прогулка в Стамбуле началась в знаменитом парке Гюльхане. Он расположен в центре города. Каждый год в апреле в Стамбуле проходит международный фестиваль тюльпанов. Большую часть цветов высаживают в парке Гюльхане. А уже в мае здесь распускаются розы. Этот парк хорош в любое время года. Внимательно смотрите наверх. В Гюльхане живут зеленые попугаи и большие белые журавли. Прямо из Гюльхане удобно пойти во дворец Топкапы. Вход расположен в знаменитых воротах, которые вы могли видеть в заставке сериала «Великолепный век». До XIX века Топкапы был главным дворцом Османской империи. Сейчас он превращен в музей, один из крупнейших по площади в мире. Дворец окружен 4 дворами. Часть территории можно осмотреть бесплатно. В рамках прогулки по Стамбулу за один день этого будет достаточно. Отсюда мы попадаем на площадь Султан Ахмед. Гид рассказывает нам о византийской эпохе и преображении Стамбула. По площади Султан Ахмед можно изучать историю города. Здесь же можно увидеть сразу несколько важных достопримечательностей. Мы направляемся к хамаму Хюррем Султан. Поклонникам сериала «Великолепный век» он точно понравится. Хамам построен на деньги любимой жены султана Сулеймана. Внутрь можно зайти только тем, кто заказал СПА-программу, но прямо сейчас хамам закрыт из-за ограничений в Турции. Главная достопримечательность Стамбула – мечеть Айя София. Это символ золотого века Византии и рукотворное чудо света. Его первое название – Собор Святой Софии Константинопольской. Он был построен за рекордные сроки, всего за 5 лет, по приказу византийского императора Юстиниана I. По сей день здесь можно увидеть одну из лучших в мире коллекций византийских мозаик. Сейчас мы находимся в мечети Айя София. Это один из самых больших и самых красивых храмов в мире. Здесь просто потрясающая атмосфера, мне очень нравится. Еще в прошлом году Айя София была музеем, а сейчас сюда можно зайти бесплатно. Это действующая мечеть. Обязательно возьмите с собой платочек. Айя София определила внешний вид Константинополя и Стамбула. Самый известный архитектор Османской империи Синан всегда ориентировался на купол Софии и пытался превзойти его во всех своих творениях. В Стамбуле он возвел 25 мечетей, каждая из которых напоминает Святую Софию. Собором хочется без конца любоваться. Великолепные мозаики, кожаные щиты с арабской вязью, искусные своды куполов, невероятные люстры и мрамор необычных оттенков. Недаром это место называют одним из самых прекрасных в Стамбуле. По другую сторону площади Султан Ахмед расположена знаменитая голубая мечеть, еще один символ Стамбула. К сожалению, ее потрясающий купол находится на реставрации до 2029 года. Гид показывает нам фотографии и рассказывает, почему мечеть называют голубой. Ее своды украшают более 20 тысяч бело-синих керамических изразцов ручной работы. Когда через окна проникают солнечные лучи, мечеть заливается голубым светом. Что ж, придется вернуться в 2029 году, чтобы это увидеть. Прямо отсюда мы идем в ту часть площади Султан Ахмед, где раньше располагался ипподром. Сегодня о нем напоминают 3 обелиска. Египетский привезли из Луксора в 390 году, а змеиный установили в честь побед над греками. Обелиск Константина построен по приказу императора Константина VII в честь его деда Василия I. По
по пути мы сделали остановку на обед в ресторане Орта Клара. По версии TripAdvisor он уже 9 лет подряд считается лучшим рестораном старого города. Это место мне так сильно понравилось, что позже я вернулась в него снова. Тут готовят вкусные блюда турецкой кухни. Мы остановились на обед. Посмотрите, какой у нас большой обед. Это кебаб. У меня вегетарианская тарелка. Очень хочется попробовать. Обед был включен в стоимость экскурсии, но когда я сюда вернулась, то поняла, что цены тут очень приятные. Берите ресторан на заметку. Мы отправляемся дальше. Проходим колонну императора Константина, которую установили аж в 328 году. Я не раз ходила мимо нее и не знала, что она такая важная и любопытная. Вот еще одна причина, по которой я всегда беру экскурсии. Следующее место, которое нужно обязательно посмотреть в Стамбуле, это Гранд Базар. На самом старом и главном рынке Стамбула расположено почти 4000 магазинов. Это один из крупнейших крытых базаров в мире. Здесь 66 улиц с лавками, кафе и мастерскими. Во времена Османской империи рынок был центром работорговли. Здесь же продавали девушек, которые впоследствии становились наложницами султанского гарема. Сегодня на Гранд-базаре Стамбула можно купить сувениры, подделки брендов и турецкие вещи, домашнюю утварь и вообще все на свете. Это очень колоритное место, обязательно побывайте. Еще одно место, которое нужно увидеть в Стамбуле – мечеть Сулеймание. Ее построил главный архитектор Османской империи Синан по приказу самого известного султана Сулеймана Великолепного. Сулеймание – одна из самых красивых мечетей в мире. Она славится идеальной акустикой, безупречной архитектурой и необычными материалами постройки. По задумке архитектора, каждого входящего в мечеть должны окутывать потоки света и воздуха. И это действительно так. Ни в одной другой мечети не возникает этого особого чувства гармонии всего, что тебя окружает. Безупречную картину дополняют искусные витражи, купольные своды и люстры, на которых все еще сохранились страусиные яйца, повешенные архитектором. Мне настолько сильно понравилась мечеть Сулеймание, что за время путешествия в Стамбул я не раз сюда возвращалась. Иногда заходила внутрь, но чаще просто гуляла по внутреннему двору. Днем в хорошую погоду здесь полно студентов, которые отдыхают на газонах вокруг Сулеймание. Еще во дворе находятся две гробницы. В одной похоронен султан Сулейман, в соседней Хюррем Султан, его любимая жена и одна из самых важных фигур Османской империи. Перед поездкой в Стамбул советую посмотреть сериал «Великолепный век», чтобы разобраться, кто есть кто. Так прогулки по Стамбулу будут еще интереснее. Во дворе Сулеймание есть смотровая площадка, с которой открывается чудесный вид на Босфор и Стамбул. Обязательно сделайте фотографии на фоне купольных крыш. Из Сулеймание мы попали на рынок для местных жителей. Тут почти нет сувениров, зато много недорогих вещей, одежды, текстиля и посуды. Но сейчас нас интересуют достопримечательности, поэтому мы отправляемся на египетский базар. Его второе название – рынок специй. Первое имя он получил за то, что товары сюда поставляли через Египет, а второе – потому что основным товаром всегда были пряности. Все натуральный лукум, это внутри не просто гранулат, глюкоз, желатин, нету. Еще здесь есть специи и чай есть, натуральный чай надо, вот здесь есть чай натуральный. На египетском базаре почти нет обычных сувениров, зато тут самые яркие лавки, самые вкусные сладости и всегда угощают. Считается, что лучший лукум в Стамбуле можно купить именно здесь, об этом говорят даже местные жители. В интернете пишут, что цены на египетском базаре завышены,
Зато тут всегда все самое свежее, а за хорошую покупку обязательно сделают скидку. Настало время перебраться в другую часть Стамбула. Сначала мы поедем на трамвае, а потом на фуникулере. Мы добрались очень быстро, даже не заметили дороги. По пути гид рассказывает, как застраивали Стамбул и как развивается город сегодня. Мы движемся в самое сердце Стамбула, на оживленную пешеходную улицу Истикляль. Вернее, частично пешеходную, ведь по ней курсирует тот самый красный ретро-трамвайчик. Местные жители называют его ностальжик. Это еще один символ Стамбула. Можно купить билет и проехать до площади Таксим, а можно запрыгнуть на ступеньку и прокатиться зайцем. Обязательно сфотографируйтесь с красным трамваем Стамбула. Загляните внутрь, с прошлого века в нем ничего не изменилось, кроме современной системы контроля билетов. Обязательно погуляйте по улице Истикляль в Стамбуле. Послушайте музыкантов, рассмотрите витрины, загляните в один из дворов, чтобы увидеть главный католический храм города. Почувствуйте ритм Стамбула. Истикляль – самая оживленная, колоритная, контрастная и яркая улица города. По узким мощеным улочкам мы движемся к Галатской башне. Ее высота 67 метров. Сверху открывается чудесный вид на Стамбул и Босфор. В башне 6 этажей, и на каждом есть что-то интересное. О Галате я сняла отдельное видео. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы его не пропустить. Мне кажется, у меня получился классный маршрут по Стамбулу, и я надеюсь, что он вам понравится. Подписывайтесь на мой канал и обязательно поддержите меня лайком. Пока!